Здравствуйте, меня зовут Алиса Рыжиченко, и сегодня мы поговорим с вами об итогах работы государственных предприятий за 2020 год. Ежегодно Белстат публикует отчет о работе всех госпредприятий за прошедший год. Я посмотрела отчет за 2020 год. Отчет достаточно объемный, более 100 страниц различных таблиц и экономических показателей, что, возможно, будет не очень понятно для обычного человека. Поэтому я подготовила для вас краткий обзор итогов работы государственных предприятий за 2020 год. Первое, что нам нужно понимать, это то, что половина предприятий в экономике нашей страны принадлежит государству. И именно эти государственные предприятия производят порядка 70% от общего объема производства. Это такая госмонополия на промышленное производство. Доходность населения зависит от производительности труда и капитала, то есть от того, насколько эффективно мы используем трудовые и капитальные ресурсы. Но о повышении эффективности использования этих ресурсов не может быть и речи в условиях отсутствия конкуренции. Согласно отчету, за прошлый год убыточных государственных предприятий стало больше, и теперь этот показатель составляет 13%. Но пугает не это. Пугает то, что больше половины государственных предприятий сработали в прошлом году с рентабельностью менее 5% или вовсе с нулевой рентабельностью. Предприятия города Минска сработали более эффективно и достигли рентабельности продаж порядка 10%, благодаря чему Белстату снова удалось вывести показатель рентабельности продаж на 6,7%. Однако и этот показатель уходит в отрицательные значения с учетом прошлогодней инфляции. Еще один очень важный показатель эффективности работы предприятия – это чистая прибыль. Чистая прибыль – это то, ради чего работает и функционирует любое предприятие, любой бизнес, но, видимо, не государственный и не в Беларуси. Несмотря на постоянное списание долгов, льготную ставку налогообложения и дешевые кредиты, чистая прибыль всех государственных предприятий за прошлый год составила всего 242 миллиона белорусских рублей. И это в 22 раза меньше, чем в 2019 году. Таким образом, мы получаем, что госпредприятия, которые производят 70% от общего объема производства, заработали всего 4% от общего объема чистой прибыли всего белорусского бизнеса. Как вам такая эффективная работа? Государственные предприятия Беларуси смело получают титул самых плохих должников. Доля государственных предприятий с просроченной кредиторской задолженностью составляет 70%. Причем долги растут не только в отношении кредиторов. Доля государственных предприятий с просроченной дебиторской задолженностью составляет и вовсе 80%. А что это означает для предприятия? Это означает потерю оборотных средств, так как дебиторка в национальной валюте обесценивается по мере обесценивания денежной единицы. Отдельно хотелось отметить предприятия текстильной промышленности, так как предприятия в этой отрасли за прошлый год превратились в огромные склады неконкурентоспособной продукции. Запасы готовой продукции на таких предприятиях составляют почти 300% от среднемесячного производства. И это все потому, что в нашей стране действует плановая экономика, а не рыночная экономика. Отдельно хотелось бы отметить также Гродненскую область. Строительство Островецкой АЭС нанесло колоссальный ущерб всей строительной отрасли. И Гродненская область закончила прошлый год с убытками более 2 миллиардов белорусских рублей. Вы, конечно, можете возразить и сказать, что все эти предприятия существуют для сохранения рабочих мест, но это тоже все вранье, так как количество рабочих мест в государственном секторе экономики из года в год уменьшается. За прошлый год произошло уменьшение на 38 тысяч рабочих мест. Причем условия труда на многих государственных предприятиях могут повергнуть в ужас людей. Справа вы видите фотографию Минского подшипникового завода. Эта фотография сделана в 2018 году на торжественном открытии кольцераскатной линии. А слева вы видите фотографию этого же завода, сделанную в 2019 году при проверке МЧС.
Фото взято тоже с официального сайта МЧС. Во время проверки было выявлено много нарушений. Как вам такое сравнение одного и того же предприятия? Вот это нам показывают по телевизору, а это то, где в действительности работают люди. Тогда возникает вопрос: зачем чиновники и власть продолжают поддерживать искусственно на плаву убыточные предприятия? Почему чиновники продолжают подписывать указы, списывая долги этих предприятий за наш счет? Почему мы продолжаем тратить миллиарды наших денег на производство неконкурентоспособной продукции? Ответ очень прост. Именно такие предприятия являются идеальной площадкой для воровства государственных денег. Вернее, не государственных, а наших с вами денег, которые мы в виде налогов платим в государственный бюджет. Каким образом это происходит? Давайте расскажем вам на конкретном примере проведения модернизации. Существуют граждане Беларуси, которые постоянно платят налоги, тем самым пополняя государственный бюджет. Потом чиновники принимают решение произвести модернизацию одного из убыточных предприятий, выделяют деньги из государственного бюджета и передают его предприятию. Предприятие, в свою очередь, объявляет о проведении тендера. Только тендер этот, к сожалению, нельзя назвать справедливым, так как в таких тендерах спецификация на закупаемую продукцию, в данном случае оборудование, подготавливается специально под одну компанию. Назовем ее компания X. Да? И именно эта компания X должна выиграть тендер. И она его выиграет, потому что другие компании не имеют даже шанса принять участие в данном тендере. Но почему именно компания X должна выиграть этот тендер? Потому что компания X продает нам оборудование по заведомо завышенной стоимости, а разницу между этой стоимостью платит в виде откатов и взяток руководителям этих предприятий и чиновникам. Так произошло с модернизацией завода ДСП в 2017 году. Тогда купили котел за 1 250 000. В тендере участвовало 2 компании. Правда, собственники этих компаний были родственниками, поэтому участие второй компании было чисто фиктивное. И когда эта компания выиграла тендер, она продала нам за 1 250 000 этот котел. Тогда, когда мы могли купить этот котел всего за $1 миллион, то есть 200 000 $, 250 000 $, осели в карманах собственников этой компании X. И это только один пример воровства средств из государственного бюджета. Только наши с вами бездействие и молчание допустили все это. Нам 27 лет обещают фантастические по 500, и каждый год власти придумывают оправдания. Только все эти оправдания – полное вранье. Потому что цель работы всех чиновников и руководителей государственных предприятий – это не работа во благо государства. Это работа с целью обогащения личных карманов. Поэтому нам, белорусам, нужно срочно принять решение, к чему иметь отношение. Мы либо закрываем глаза на преступления, воровство, коррупцию, взятки и насилие, либо мы выходим и защищаем наши гражданские права и строим вместе с вами новую Беларусь, страну для жизни.